Приветствую на своем канале. И небольшая такая вставочка, что происходило от последнего видео. Значит, с перевала все видео, как я доезжал до выгрузки. Кто не смотрел, все по очереди я сброшу в ссылочке в описании. Остальные видео будут, получается, на втором канале. Как я доехал до выгрузки. Но я не выгрузился, потому что был, естественно, выходной четверг. И заехал в такое пейзажное место, частный сектор, там не пахло никакой выгрузкой, в общем. Нашел я место для разворота и уехал оттуда на стоянку. На стоянке удобств никаких не было, только красивейший пейзаж. Там можно было спуститься вниз, посмотреть, посидеть, помедитировать на фьорд. В общем, кто что любит. Ну, место классное. Ну, а удобство это в природе. А утром, если умыться надо, то росой. Ну, вот. И сейчас мне уже скинули адрес. И, как оказалось, немножко назад мне откатить нужно, чтобы выгрузиться. 12 километров мне ехать до выгрузки. И у нас сейчас по дороге будет городок. Небольшой, мы по нему сделаем обзор. А название этого городка я забыл. Норхемсунд вроде бы как. Ну, может, увидим какой-то указатель и правильно прочитаем. Насколько это будет возможно. И также хочу сказать, что вообще на всех моих видео, практически, если где-то не забыл, в описании я всегда оставляю ссылку с маршрутом. То есть там просто ссылка с Google карты, на которой вы можете открыть и посмотреть, где, в каком я регионе, если кому-то это интересно. Никакие я встроенные там карты, что-то я там пробовал неудачное делать. Я такого делать не буду. Просто кому интересно, тот перейдет по ссылке, посмотрит местность, если ему интересно, какие там есть достопримечательности и так далее. Ну а мы подъехали уже к нашему сегодня обзорному городку. Почти подъехали, да. Я вчера его проезжал. Ну, то есть я сейчас еду в обратную сторону, откуда и приехал. И вчера я проезжал его утром, этот город, то пусто было, ни души, ни машины, вообще никого, только чаек очень много было в городе. Они там потихоньку, пока никто не видит, разворовывали мусорки. И погода стоит, дождь. Сегодня вот проснулся, идет дождь. И вчера целый день. Солнце выглянет, идет дождь. Солнце спрячется, идет дождь. Иногда, конечно, периодически он успокаивался. И потом уже контрольный к ночи, к вечеру точнее, ливень уже такой стеной, как зарядился, и не успокаиваясь. И, значит, Хардангенфьорд, вдоль которого я вот второй день нахожусь. И вчера наблюдал с разных точек на него. Самый длинный фьорд в Скандинавии. Ну и вообще, в принципе, везде. Вчера даже, в принципе, весь маршрут, кто будет смотреть видео на втором канале, кто не будет. Очень мало встречалось машин. И до жути их просто не было. Ты едешь сам один, никого вообще нигде нету. Проезжаешь маленькие деревушки, городки, только стоят такие машины, автобусы какие-то такие, знаете, как будто брошенные. Апокалипсис. Вот, ощущение апокалипсиса какого-то было. Но пару машин все-таки встретил я. И вот нам не в тему, как раз мы приехали в дождь. Ой, в дождь говорю. К городу подъехали и нужно пойти дождю. Чтобы размазать картинку, чтобы включить этот ужасный звук этих дворников. Это ж чудовищно. Такие подставы делать. В этом случае, конечно, вид
сзади за спиной или от первого лица он, мне кажется, лучше, когда идет дождь, потому что камера стоит вплотную к лобовому стеклу, и малейшие все вот эти капли, они сразу же портят обзор. Овощная ярмарка сегодня у них в пятницу. Выгружают все, которые возможно, овощи. Значки вот эти вот возле номеров дорог, это значки, я не знаю, как правильно сказать. Короче, означает, что это туристические направления, туристические дороги. Я вот... это флаги ЛГБТ висят. Кто в курсе? Кто расскажет? 28 числа там написано что-то, марш что ли будет этих самых. Ну вы поняли. Это еще не совсем весь город, но центр мы с вами проехали. Прям мы четенько по нему проехали. Ну и здесь уже магазины покрупнее, строительные, причалы, сервисы. И везде флаги висят. Угу. Мусорки сверху на итальянский флаг выстроены. Красный, белый, зеленый. Вот в таком грязно-пейзажном месте меня выгрузили. И бардак у меня сейчас в прицепе. Но покажу вам, что у меня тут есть. Вот такой небольшой пирс. О, take it. О, видите, уголок еще один нашел. Мой. Все, сейчас наведу порядок в прицепе. И отпишу, что я выгрузился, позавтракаю и куда-то поеду. Все, порядок наведен. Я готов к любой загрузке. Как с висячими ремнями, так и со скрученными. Поэтому все у меня в порядке. И жду задания. И будем куда-то мы выдвигаться. Не переключайтесь. Получил задание пока что ехать в направлении Осло. Значит, мероприятия у нас сегодня назначены такие. Хардангенский мост. Потом светящийся тоннель со светящимися кольцами, такой интересный. И спиральная дорога. Очень будет она интересна. И ее я вам покажу. С обзора камера будет за спиной. Я думаю, так само будет четко. Кто будет смотреть без всяких перемоток, ощутит, насколько это происходит движение. В общем. И после этой спирали водопад Верингфоссен.
Очень красивый, классный. Я не знаю, насколько там будет сейчас обзор, смогу ли я остановиться. Ну, в любом случае, что-то я придумаю, чтобы вам его показать. Поэтому поехали. Как всегда, когда выключена камера, происходит самое интересное. Ехал по узкой дороге и встретился с фурой. Пришлось сдавать мне назад, потому что я видел расширение. Не так далеко его проехал. И сдал назад, и мы разъехались. Ну вот, хоть фотографию сделал. И мы выезжаем с этого туристического маршрута уже на основную семерку. И сейчас у нас впереди Хардангерский мост. И тоннели, у которых внутри кольца красивые, светящиеся. В общем, сейчас все увидите сами. — 7,7 километров тоннель, наше первое кольцо. То есть такие кольца по обе стороны моста. Здесь сразу у нас указание, в камеру, может, не попало, табличка с информацией, какой ветер сейчас на мосту. Значит, это самый длинный висячий мост в Норвегии. Почему висячий? Потому что он крепится с обеих сторон в скалы. То есть он не соприкасается ни с землей, ни с водой. Глубина под этим мостом этого озера 500 метров. А длина самого моста чуть более 1300 метров, если я ничего не перепутал. Я просто прощелкал табличку, которая была. И вот второй тоннель. 1,5 километра и будет кольцо. Хардангенский мост вместе, ну, как и с фьордом, Хардангенфьорд, также есть и Харданген-туннель, и с этими вместе кольцами является достопримечательностью Норвегии. У нас направление Осло. И следующий мой путь — это попытаться остановиться, найти место возле водопада и все вам там показать. Поэтому не переключайтесь.
Я припарковался на остановке, но по-быстрому я сейчас с точки обзора сниму это место. Здесь вообще большая площадка, но сейчас здесь все закрыто. Здесь что-то модернизируют, реставрируют, ремонтируют, в общем, может, что-то добавят. А так вообще вот туда вдаль я гулял там когда-то и снял видео. Ну, это было на телефон давно, но ссылку я это видео загружал в самом начале на канал, я оставлю в описании. Я там на краю обрыва стою, хороший обзор очень, поэтому кому интересно, посмотрите. Водопад Ворингфоссен. Это вообще очень крутое место. Я очень давно мечтаю сюда попасть на выходные. Вот. Потому что здесь за несколько минут мало что увидишь. Здесь нужно гулять, и вариантов для этого очень много. Здесь очень еще стрёмно, кстати. Но летом проблемно здесь на грузовике, потому что здесь туристов и кемперов и автобусов, когда ремонт закончится, просто огромнейшее количество. Но в межсезонку такое, вот, допустим, как сейчас было бы, если я смог заехать на площадку, то я бы, конечно, постоял бы. Здесь огромное количество троп, то есть можно наверх подниматься и также подниматься, если снизу вверх, то есть, в общем, туда полностью к водопаду можно спускаться. Но здесь без физической подготовки, ну, людям делать нечего. Потому что очень трудный и высокий подъем. Я надеюсь, камера передает вам эту высоту и ощущение. Сейчас мы выйдем на главную позицию. Здесь закрыто забором на самой этой смотровой площадке, чтобы любители не падали. И там, где я вам показывал, там уже стоят лампадки. Вот он такой. Сбоку он, конечно же, с этого ракурса он немножко не так смотрится. Но вот видео в описании посмотрите по ссылке, там тоже очень хороший обзор. Конечно же, это самое популярное, одно из самых популярных мест Норвегии. Их таковых огромное просто количество. Вся Норвегия — это красота, это я говорю постоянно и буду это говорить. Я надеюсь, было вам интересно. Прогуляюсь я сейчас немножко еще по тем камням, которые они закрыли забором. Все, ребят. С вами был Федор. Надеюсь, экскурсия была интересная. Ставьте лайк, пишите комментарии. До новых встреч. Всем пока.